Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу об оккультных ритуалах и открытой насмешке над верой в новом клипе Мадонны и Такиши «Hang Up». 20 сентября 2022 года состоялась премьера совместного клипа Мадонны и молодой рэперши из Доминиканы, известной под псевдонимом Такиша, на песню «Hang Up». Оригинальная версия этой песни вышла еще в 2005 году. Новое совместное творение артисток поражает своим содержанием. Клип открыто показывает оккультные ритуалы иллюминатов, продвигает тему ЛГБТ-сообществ и трансгендеров, а также романтизирует аморальный образ жизни. Многие моменты ролика представляют собой насмешку над христианством. Кроме того, новая работа Мадонны может содержать сообщения о планах глобального правительства на ближайшее будущее. Такиша, с которой Мадонна исполнила кавер своей старой песни, известна как создательница противоречивого контента на постельную тему. За время своей относительно недолгой карьеры девушка успела засветиться в различных скандалах. К примеру, в августе 2021 года рэперша позировала в непристойном виде в святилище Девы Марии в Лас-Вегасе, чем вызвало негодование общественности. Судя по всему, именно из-за подобных выходок Мадонна обратила на Такишу внимание и решилась на сотрудничество с ней. Перед началом клипа появляется дисклеймер с предупреждением. В нем говорится о том, что мерцающие огни и изображения могут вызвать дискомфорт и приступы у людей, больных светочувствительной эпилепсией. О том, что само содержание ролика может нанести психический вред здоровью, в дисклеймере почему-то не упоминается. Символизм начинается буквально с первых секунд клипа. Мы видим, как Мадонна и полуголая Такиша стоят на коленях перед алтарем. Чуть позже его покажут крупным планом. Алтарь представляет собой подоконник и стол, покрытые черной клеенкой. Очевидно, что он находится в обычной квартире. Алтарь уставлен статуэтками Богородицы и Иисуса Христа. Также на нем находятся декоративные свечи. Среди прочих можно увидеть черные свечи, часто используемые в магических и колдовских обрядах. На центральной стене висит черный крест внушительных размеров. Рядом с ним сверху и снизу наклеено несколько надписей на испанском языке, в переводе означающих «опасность». Данный момент может быть очень символичным и означать некое предупреждение для Испании. Подобный прием уже не раз использовался в клипах известных исполнителей в качестве указания на конкретную страну и негативные события, которые вскоре в ней происходили. Так, в 2020 году вышел клип Леди Гаги, в котором на армянском языке было написано слово «остерегайтесь». Вскоре после этого начался военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. В 2021 году вышел клип канадского исполнителя, известного под псевдонимом The Weeknd, на песню «Take My Breath». В нем присутствовало слово «опасность» на русском языке. Через несколько месяцев стало понятно, к чему относилось данное предупреждение. Рядом со словами на испанском написана еще одна символичная фраза, которая в переводе означает «улыбайся, тебя снимают». Данные слова могут быть намеком на то, что все происходящее в мире является лишь большой игрой, подобно шоу Трумана. Глядя на внешний вид Мадонны и Такиши, совершенно понятно, что если они и собрались молиться, то явно не Богу. На руках рэперши надеты белые перчатки, являющиеся символом недавнего посвящения в масоны. Такиша складывает руки в молитву, а Мадонна в это время крестится. Эти действия в данном случае представляют собой настоящее богохульство. На следующих кадрах клипа показываются три трансгендера, которые словно ожидают начала оргии. Следом мы вновь видим Мадонну. Одетая во все черное, она стоит на фоне алтаря с книгой в руках. Создается ощущение, что она зачитывает дьявольские заклинания. Теперь на руках артистки также надеты белые перчатки. С этого ракурса можно рассмотреть некоторые детали алтаря. На стекле слева от певицы находится светящаяся гирлянда в виде пирамиды. С другой стороны висит презерватив, внутри которого можно заметить некую картинку. Ближе к концу клипа ее покажут крупным планом. Данный момент ролика является самым возмутительным, так как внутри надутого контрацептива находится изображение Иисуса Христа. Таким образом, Мадонна и создатели клипа не просто устраивают беснование, но и открыто глумятся над верой миллионов людей. Далее мы видим, как Мадонна и Такиша целуются, стоя на фоне статуэток со святыми. Это одновременно продвигает тему ЛГБТ-сообществ и оскорбляет христианство. На следующих кадрах Мадонна на фоне алтаря прикрывает один глаз, подчеркивая тем самым символизм всевидящего ока.
Камера попеременно делает акцент на певице и изображении Девы Марии. Руки их сложены в одинаковой позе. Таким образом, Мадонна сравнивает себя с Богородицей, параллельно демонстрируя неприемлемое поведение. После этого в помещении начинается некое подобие оргии с участием трансгендеров. В эти моменты показываются сцены употребления запрещенных веществ. Все это формирует в глазах подрастающего поколения своеобразную модель вечеринки. Веселье и праздник начинает ассоциироваться с развратом, пошлостью и затуманенным сознанием. Далее действие клипа переносится в супермаркет. Такиша вместе с трансгендером шагает между полок с товарами. На одном из моментов за ее спиной можно увидеть надпись, в переводе означающую предупреждение правительства. Это может быть еще одним намеком на негативные события будущего. Мадонна в это время отплясывает среди молодых людей, демонстрируя неприличные жесты. Один ее глаз все время прикрыт шляпой. Когда Такиша со своим компаньоном подходит к кассе, за их спинами появляется инопланетянин. Это зеленый гуманоид в ярко-желтом костюме с капюшоном. В последнее время пришельцы все чаще стали показываться в фильмах и клипах известных исполнителей. Это может быть программированием на реализацию проекта «Голубой луч», с помощью которого будет разыграно голографическое шоу инопланетного вторжения. Пока Такиша забирается на прилавок, трансгендер начинает отплясывать с пришельцем. Параллельно с этим мелькают кадры развратных танцев Мадонны, а также извивающихся артисток на фоне алтаря. Далее певицы оказываются в странном месте, напоминающем бункер. По стенам его развешаны массивные цепи, что намекает на отсутствие свободы. Когда артистки в очередной раз показываются в комнате с алтарем, на одной из стен можно заметить телевизор. На нем изображены полосы, соответствующие цветам панславянского флага, принятого в 1848 году на славянском съезде в Праге. Таким образом становится понятно, что осуществляется некий ритуал, направленный на уничтожение славянского народа. Собственно, именно это сейчас и происходит в мире. На протяжении оставшейся части клипа чередуются показанные ранее образы. Мадонна и Такиша продолжают свои развратные танцы у алтаря. В кадре периодически мелькают трансгендеры и зеленый инопланетянин из супермаркета. В целом новый клип Мадонны вызывает очень неприятные ощущения. Он собрал в себе все мерзости, какие только возможно. В ролике идет открытое продвижение беспорядочных связей, однополой любви и разгульного образа жизни. Кроме того, на протяжении всего видео совершается некий ритуал, который, судя по декорациям, направлен на славянские народы. Надпись «Опасность» на испанском языке, в свою очередь, может указывать на негативные события, которые должны произойти в этой стране в ближайшее время. Вместе со всем этим происходит откровенная насмешка над чувствами верующих людей. Она превосходит все допустимые рамки и полностью разрушает традиционные ценности. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.